Что вы знаете про Сингапур? Тут самый известный отель в виде корабля, и каждый 8-й житель – это долларовый миллионер. Самые дорогие цены на автомобили именно в Сингапуре. А еще тут находится музей, в котором представлены лучшие предметы дизайна со всего мира, которые выиграли самую престижную премию Red Dot. Это тот самый Оскар в мире дизайна, который мечтает получить каждый дизайнер. Это история о том, как мы отправились на другой конец света в Сингапур на церемонию награждения Red Dot, забрать свою награду и посмотреть, как мою кровать запихают в этот музей. Овка, ты готов? Я готов. 20 часов. Блин, не готов. Что такое Red Dot? Это вот в Википедии написано. Это награда в области дизайна, присуждаемая Центром дизайна Земли. Вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров. И вот наша кровать Boca Airblade выиграла премию Red Dot. Поэтому мы едем сейчас в Сингапур, чтобы нам ее вручили. У нас единственная есть одна небольшая проблемка. У нас отменили наш рейс, и мы летим следующим через 2 часа. А стыковка была у нас 3. То есть у нас сейчас стыковка со следующим рейсом всего 1 час. Там прямо пацаны из Китая набрали колбасы, мазика. Прям вообще ничего не пустили. Самое главное. Вот это. Ты что такое? И вот это. И вот это. Сейчас покажу, что это такое. Так, Aviasales пишет, что лететь нам 17 часов 45 минут. 9:20 нам лететь до Шанхая. 5,5 часов лететь из Шанхая в Сингапур. Здесь соединить все пересадки и дорогу до аэропорта и из аэропорта, то получится около суток. Перелет займет целые сутки. Хорошо, что у меня есть такая штука. Это обычный джойстик DualSense от PlayStation. Я пробовал разные джойстики, чтобы играть на телефоне. И вот такие джойстики, такие. Самое крутое, это вот этот джойстик. На него вешаем вот такую приблуду. И дальше одеваем айфончик сверху. И это очень крутая приставка. Мясо, рыба. Ну, я думаю, можно попробовать вот эту странную. Это суп, жварду. Острое. В ближайшие 5 дней минус жопа просто. Очень остро. Так остро. Ёпта. У меня горит все. Ну, это опасно есть. Я боюсь, не долетим. Но вкусно. Мы приземлились. Сейчас время 8:40. Ровно через 1,5 часа у нас следующий самолет. Нам нужно пробежать все контроли, все, что там надо, сдать отпечатки, зарегистрироваться и срочно бежать. Сейчас предстоит такой спринт. Все, готовы бежать. О, смотри, нас встречают. А надо тут. Минут еще у нас летит. Мне кажется, еще посадки нет до сих пор. Нету, да? Вовремя.
Мы прилетели в 8:50. И сейчас 9:20. Take? Why should take? Okay. Yeah, thank you so much. Серега оставил вот этот вот свой бординг-пас в магазине. И он пришел туда сейчас обратно. Говорит, я бординг-пас оставил. Он говорит, нет, ты его забрал. Они пошли, камеру сейчас посмотрели и нам показали, как какая-то тетка спиздит его бординг-пас. Ну как у них четко все работает. Пришли, тук-тук-тук, камеру показали. А как она нашла ее? Да вон там они за углом ее повязали в пятером. Да, видимо, Отняли твой билетик. Да. Я вот когда летел, Они были довольно отзывчивые, они меня проводили много где. Хоть я и в экономе летел, без вот этого. китайцы, one love. Это для вас сердечко. Welcome to Singapore. Nice city. Where you from, sir? Russia. Russia? Wow. Ты видел, у них прямо на улице ресепшн. Сколько у вас комнат? 2 номера, но их отменили. Я не знаю почему. Их отменили? Да, я не понимаю почему. Непонятно, доедем, непонятно, будем жить вообще где-то. Букинг взял, просто отменил нашу бронь. Вот видите, да, отель отменен. Буквально пару дней назад он был нормальный, а сейчас я захожу, он отменен. И они все говорят, мы не знаем, кто отменил, идите сами разбирайтесь. У нас отель полный, идите ищите новый отель. Мы идем искать новый отель. В путешествии главное это компактность и легкость, поэтому взять с собой в дорогу мощный планшет будет лучше, чем тащить с собой тяжеленный ноутбук. Таким планшетом для вас может стать Xiaomi Pad 7 Pro. Работа одновременно в 3 приложениях, без зависаний, напоминает режим рабочего стола, как на компьютере. При яркости экрана 800 нит работать с планшетом можно даже при ярком свете. В планшет встроены ИИ возможности. Кратко опишите задачу, а остальное система сделает за вас. Работа батареи до 12 часов, а меньше чем за час планшет заряжается до 50%. И кстати, в планшете 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos, звучание настолько объемное, словно вы в наушниках. Закажите планшет Xiaomi Pad 7 сейчас по ссылке в описании и получите клавиатуру, стилус или фирменные наушники в подарок. Я говорю, как вам такой вариант? Отель-то Сереге вот понравилось. Говорит, Я узнавал, там мест нет. Ну идем следующий искать. Greenbet, they all same, yes? Вот есть этот, есть еще рядом Marriott. Давай там хоть вид хотя бы. Пойдем прогуляемся, что мы никуда не торопимся. Что, нет? Не нравится? Ну, у нас 2 варианта. Либо Marriott, либо Pullman. Ну, пойдем сейчас еще Marriott поглядим. Вот эти 2 башни, это Marriott. Мы сейчас туда пойдем. Что-то так красиво, капец. Я прямо в шоках, если честно, очень красиво. Кто будет воевать за вид? Серега. За вид будешь воевать? У нас... Что, за вид? Да. У нас 2 номера. Турецкая борьба начнется. Знаешь? Знаешь? Да я не хочу на тему рассказывать такую. Они же типа вот турецкая борьба, они все обмазываются маслом, и они борются, и у них цель, ну типа руку в трусы засунуть и, ну типа, по пальцам в жопу. Они в бриджах всегда, ну типа, и вот они вот всегда у них вид, ну фотки, если в Яндексе загуглишь. Это прикол? Типа, Нет, такой, нет, типа, это спорт, ну это их эти? национальный. Смотри, он дышит, блядь. Мне кажется, он проиграл. Это уже 100%. Даже не сопротивляется.
А что там с Wii U? У нас рядом номера вообще? Бля, да, по-моему, такие же номера, Серег. Ну да. Хоть не на стену, окно, не знаю. Ты как будто в окно много смотришь. Когда на стену я смотрю, когда не на стену... Не смотрю. Да. О, мармеладки. Здесь то же самое, прям ровно под нами. А, Будем борьбой турецкой заниматься, и это, они услышат. Сколько ты, Вовка, спал? 2 часа дня встал. До 2 часов Вовку ждали, чтобы Вовке сообщить новость. Я теперь двойной папка. Ой, поздравляю. Аленка родила нам вторую дочку. У меня теперь 2 дочки. Прикиньте. Она прям дождалась, пока мы уедем. У нее ПДР был 1 октября. И я думал, что я все-таки успею до отлета моего. Но я улетел 8-го, а она вот 10-го, получается, родила. Ровно в роддот родила. Давай покажу вам хоть вид наш красивый. Гляньте, что у нас тут. Вон там, вон это Мария Бэй Сэндс. Вот эти вот Infinity Pool, вот эти все. Здесь самый центр, вот это вот Чайнатаун, даунтаун Сингапура. Вот здесь вот какая-то кирха стоит, не знаю, что это так. Вот еще осталось наследие от английской колонии. Очень красивый вид, прямо, ну, прям кайф. Вот тут вот, где Apple Store недалеко, состоится вручение Red Dot. Там находится Red Dot музей. Буквально через 3 часа у нас вручение Red Dot. Сегодня день какой-то прям хороший. Сзади меня вот это Лапусай. Говорят, что здесь вкусная еда, и можно поесть что-то местного. Это что-то типа Усачевского рынка, Даниловского рынка, такое место. Пойдем. Надо найти эти на шпажках, мясо на шпажках. О, это и это. А what about original? Ну, выглядит красиво. Выглядит красиво. Говорит, макать надо вот сюда. Но это, походу, очень что-то острое. Прям очень острое. Я много не буду, я так. Как будто это какая-то херня, нет? Не острое вообще. Очень жирный, там курица вообще не чувствуется. Как будто они сверху жира напихали или что-то как-то. Странный довольно вкус, но в целом окей. Так, херово ем фудблогер, да? Вкусно. В целом. По вкусу вкусно. По сути, вкусно. Точно не будешь. Боишься в тубзик сходить. Вовка что-то поел там. Теперь боится. Must try. Вот и я и буду try. Вот это должно быть прямо local. Ну, рис, наверное, просто же рис, да? Да, просто невкусный рис. Это сладенькая курица. Все-таки, наверное, суп был лучше. Типа просто еда, как пюреха с котлеткой. С макарошками? С пюрешкой. Пюреха с котлеткой миллион раз вкуснее, конечно. С едой закончили. В целом пойдет. Ну, типа, вот это не супер плохо, ничего такое. В целом тут выжить можно, нормальная еда здесь. Смотрите, мы сейчас в даунтауне. Тут очень высокие здания, очень много народу, но вообще нет пробок. Абсолютно нет пробок. Пойдем сюда вот. Вообще здесь довольно мало машин. Смотрите, ну, один светофор максимум они стоят. Просто в Сингапуре очень дорогие машины. Просто какие-то невероятные деньги стоят. Думаете, что в России дорогие машины, но нет. Здесь, например, чтобы купить Toyota Corolla, она стоит вот во всем мире 30 тысяч долларов. Здесь она стоит 140 тысяч долларов, это примерно 12 миллионов рублей. Плюс, чтобы тебе ее купить, перед тем, как ее купить, тебе нужно заплатить такую лицензию. Лицензия примерно 100 тысяч долларов стоит. Смотря какая машина, смотря какой мопед, около 100 тысяч долларов. То есть мы берем Toyota Corolla за 12 миллионов рублей, добавляем еще 7-8 миллионов рублей на этот вот
налог. Получается 20 миллионов рублей стоит Toyota Corolla. А это просто Corolla обычная. То есть это какая-то недорогая машина. Но если ты хочешь какой-нибудь там, не знаю, Mercedes или BMW, такая машина стоит под $500 000, там 400-500 тысяч долларов. Прикиньте, 40-50 миллионов рублей за X5. Это невероятно дорого, поэтому никто здесь не покупает машины. Мне кажется, у нас в России примерно того же хотят. И сейчас повышают пошлины, чтобы машины стали сильно дороже. Причем они еще прикалываются так, что они... Вот эта вот лицензия, она стоит $100 000 на 10 лет. Через 10 лет ты как бы должен утилизировать машину, выкинуть ее, продать куда-то, ну, типа, чтобы ее здесь не было. Чтобы количество машин не увеличивалось, а они, ну, выходили из страны. Я считаю, нам в Москве то же самое надо сделать, чтобы поменьше машин в городе было, чтобы пробки победить. Они вот победили так. Мне кажется, знаешь, что надо нам сделать в Москве? Нам надо платный въезд в центр сделать. Машины дорогие, они и так дорогие. И плюс еще нужно, чтобы в город опускали только Евро 5 машины. Чтобы типа старые, которые пердят очень много, чтобы их не пускали. И будет чистенько. А? Кайф? Ставьте лайк. Голосуйте за... Михаил Шапошников, кандидат от народа. Вот здесь, видишь, на дороге синим отмечено и есть пепельница. И только здесь можно курить. Потому что здесь очень строгие законы. Здесь много всего нельзя. Здесь нельзя курить, просто вот по улице ходить. Здесь нельзя жвачку жевать, плеваться нельзя. Я, уже 6 раз плюнул, мне кажется, меня депортируют за это. Здесь нет свободы слова. Здесь вообще очень много чего запрещено. Ну а зато есть у людей бабки. Здесь очень богатый город. Представляете, здесь там любой, кто едет сейчас на машине, миллионер. Абсолютно, даже вот на этой старой Королле, это какой-то миллионер. Смотри, какое здание. Здесь фасад как бы раздвигается. И они вот прямо специально дерево посадили и так раздвинули фасад. Очень красиво смотрится. Слишком большая плотность населения здесь, очень много людей. Конечно, не европейские, они хоть и стараются быть европейцами, но это все-таки не европейский подход делать высокие здания в центре города. Вот там чувак выгуливает собак. Здесь очень дорого содержать собаку. Там цены на собаки начинаются от $10 000. $1 000 000 рублей надо заплатить за собаку. Видимо, они насмотрелись в азиатских странах, что там очень много бродячих собак. Люди просто так заводят их, начинают выкидывать. Не все породы можно заводить. То есть там всяких питбулей им запрещено иметь. Они должны оформить лицензию на собаку, а поместить ее в специальный карантин на 30 дней. Только после этого они могут себе завести. И не каждое жилье разрешает, недвижимость. Не все разрешают иметь себе собаку, поэтому тебе еще нужно выбирать, где жить с этими животными. Через несколько часов уже стартует премия Red Dot, вот прямо вот здесь за моей спиной. А мы пока посчитаем, сколько вообще стоит участвовать в Red Dot. Для кого-то может это показаться странным, но это вообще стоит очень много денег. Для того, чтобы подать заявку на Red Dot, нужно оплатить вступительный взнос. Это примерно $500. Я сейчас буду говорить цены в долларах сингапурских. Они сейчас стоят примерно 73 рубля за доллар. А потом, если ты выигрываешь, тебе говорят: поздравляем, вы выиграли. И если вы хотите участвовать в Red Dot, нужно заплатить Winner Package. Вот у меня вот есть. Winner Package стоит 4000 сингапурских долларов. Вас напечатают на половинке страницы в ежегодном каталоге, 2 сертификата, 1 каталог, 1 онлайн-каталог и 2 места на церемонии. То есть это не значит, что я заплатил за то, чтобы выиграть. Нет, это ты когда выиграл, тебе предлагают, будешь участвовать или нет. Для многих это реально будет, покажется дикостью какой-то. Но даже гид Мишлен, например, для того, чтобы гид Мишлен зашел в город, гиду Мишлен нужно заплатить $1 000 000. То есть гид Мишлен, вот, например, в Москву не заходил или в Питер,
только потому, что им никто не платил $1 миллион. И потом как-то Собянин все-таки заплатил лямчик, и у нас появился Мишлен. Вообще в Европе это нормальная история. Я приложу сюда еще смету, что мы оплатили. В итоге мы оплатили 7200 сингапурских долларов. Это примерно 500 тысяч рублей мы заплатили просто за участие в Red Dot. Плюс нам нужно было сюда приехать. Мы приехали вчетвером и летели сюда бизнес-классом через Шанхай. Это стоило, по-моему, 800 или 900 тысяч рублей. Плюс тут надо жить где-то. 300 тысяч рублей мы заплатили за отель на 3 ночи. По сути, это где-то 50 тысяч рублей в сутки стоит один номер. Ну вот что, давайте прокалькулируем, да, сколько стоит добраться сюда. 500 тысяч участие, плюс 850 билеты и плюс 300 отель. 1 650 000 рублей, Вовка, как тебе такая цифра? Половина опятой моей. Ауди будущей. А5? Да. Ты бы лучше половину А5 забрал, чем Red Dot. Чем Red Dot, да, но Сингапур прикольно. Довольно дорогая, конечно, штука, но она все равно стоит того. Поэтому давайте поехали в отель, срочно переодеваемся и дуем на церемонию вручения Red Dot. Аленка, с рождением дочки вас! Ой, спасибо большое. Так, что надо одеваться? А есть у нас этот? Да, я хотел тебе позвонить. Айрон. Надо позвонить, наверное, это попроси Звонишь? Владимиру. Она Давай, в ты шкафу. же английский. Она в шкафу лежит. Алена так постоянно. Я говорю, ты же учишь английский. Ну позвони, поговори. Ну типа, попробуй, попытайся. Нет! Они будут говорить слова. Самое главное, что надо? Гладить надо сзади. Почему? Потому что, когда ты потом перевернешь, опять спереди будет все мятое. Red Dot. Первый раз я на какое-то мероприятие прям еду в другую страну на вручение. Такого не было никогда еще. Я же вообще не очень люблю конкурсы всякие. И тут я с дуру начал участвовать, и мы выиграли. Ну, кстати, вот это практически не мятое. Оно не мятое. Вроде реально не мятое, да? Нету мятого? Нет. Это заготовка просто на пиджак. Я не успели доделать пиджак мне. А ну-ка, дай-ка я примерюсь. У тебя тоже такой же? Все увидишь. Не снимай меня, я сейчас буду трусы снимать. Вообще нельзя говорить, где одеваюсь. Сразу же все одеваются там же. Не то, что говорил, ты туда отправлял. Да, кстати. Пойдем. Сходи туда. Да там много пиджаков. Да хочешь, ты меня снимаешь? Это что, мини? Скини. Это ты когда купил? В 2005, блин. Че ты встал? А ты че меня снимаешь? Я снимаю сборы жениха, чем мне? А ты туда пуговки снимай крупно. Пуговки? Сборы жениха. Вот его снимай. Как там снимают? Да подожди ты. Вот. Не похоже на тебя? Вообще нет. Ваш выпускной в безопасности. Я встречаю людей. Ты, конечно, какой красивый. Посмотри, как тут. Тоже красивый. Ну, выглядит по-разному, да. Мне уже жарко. Ты представь, как ему жарко. Это пиздец. Знаешь, тут что прикольно? Типа, люди в Москве надевают пластиковый костюм на себя, на беговой дорожке бегают, чтобы вывести из себя всю воду лишнюю. А здесь тебе просто достаточно гулять, и все. Блин, ну картинка, конечно, пиздатая. Нет, здесь очень красивый город. Сингапур, конечно, бомбовский город. Еще классно видно вот эти еще старая архитектура, которая досталась от английской империи.
Да, это старое все, это не новое, не новострой. Что-то есть прям старое, может быть, это, конечно, в стиль построили. Ну, видишь, вот окна-то старые, просто однослойные. Я не уверен, что это новое. А мы вот идем туда, да? Сейчас тема какая? Мы едем в театр, там будет церемония награждения, а потом мы едем в Red Dot музей, и там что-то еще будет, я так понял. 5 часов, двери театра откроются, и вы можете садиться на любые черные сиденья. Короче, здесь вот эта красная дорожка будет в зале, и вдоль нее сидят best of the best какие-то winners. Мы не best of the best, мы обычные winners, и мы сидим на черных местах. Все, у нас, значит, все закончилось. Сейчас вся вот эта вот очередь, это все люди, которые хотят поехать на автобусе в Red Dot музей. Сейчас Red Dot организованно вывозит людей в музей. Я ненавижу в очереди стоять, поэтому мы пойдем пешком. Всего 20 минут идти пешком до Red Dot музея. Вообще, если честно, сейчас же была презентация, и вызывали на сцену только best of the best виннеров. Обычных победителей не вызывали. И это даже немножко так подстегнуло. Думаю, ну, блядь, надо в следующий раз, получается, надо best of the best делать, чтобы было прям совсем круто. Мне кажется, действительно надо было просто технологичнее описать всю эту историю. Мы реально просто тупо фотки отправили и ничего не придумывали с кроватью. А вот те, кто выиграл, прям best winners были, у них что-то типа технологичное было. Были крутые штуки, Да, прикольно. было. Летающий трамвай был, прикольно было. Короче, сейчас идем в Red Dot музей, и там должна быть представлена наша кровать. Погнали! Я нашел. Сережа, я нашел. Вот. Ау! Сколько Airblade, а? Смотри. Есть? Михаил Шапошник. Есть, да? United Arab Emirates, Михаил Шапошников. Известный арабский дизайнер. Известный арабский. Ради этого мы сюда Все, приехали. ради этого мы приехали сюда, чтобы кровать стала в музее Red Dot. В следующий раз будем стараться получше, чтобы быть best of the best winners. Теперь мы срочно летим в Москву встречать Аленку с Соней в роддоме. Погнали! Каленый парень.